Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня речь пойдет о Сулеймане Великолепном и его золотом веке. Спасибо всем, благодаря кому мы сможем провести этот урок. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, спасибо нашим патронам на Патреоне. Если кто-то еще хочет нас поддержать, и вам спасибо тоже заранее. Когда я рассказываю о Сулеймане Великолепном, то перед глазами у меня сразу встают те места, о которых идет речь. Я знаю, где в Стамбуле находился дворец Ибрагима Паши, великого визиря Сулеймана, его многолетнего друга, которому султан в конце концов отправил убийц. Я знаю, где во дворце Топкапы в полном молчании стояли янычары перед отправкой в поход, а где Сулейман сидел в своих внутренних покоях и любовался видом мраморного моря и Босфора. Просто я много раз бывала в Стамбуле, и от этого все события минувших веков стали для меня куда более живыми. Так бывает всегда. Стоит побывать на месте событий, и сухие фразы из научных книг превращаются в моем воображении в яркие картины. Это одна из причин, по которым я так люблю путешествовать. Есть только одно «но». Для того, чтобы много путешествовать, нужны деньги, в частности, деньги на билеты. А как мы знаем, авиабилеты очень и очень недешевые. И как приятно, когда есть возможность легко и быстро сравнить цены разных компаний и выбрать самый дешевый и удобный вариант. И здесь приложение Aviasales для покупки дешевых авиабилетов – бесценный помощник. Забиваешь нужные даты, направления, видишь полную картину и покупаешь в несколько кликов. В октябре я собираюсь везти в Стамбул группу туристов. И, конечно, искать билеты буду с помощью Aviasales. А можно ли сейчас летать в Турцию? Какие нужны анализы, чтобы тебя пустили в страну? Эту информацию тоже легко найти в приложении Aviasales, где она, кстати, регулярно обновляется. Спасибо Aviasales за то, что они помогают нам путешествовать, и за их поддержку уроков истории с Тамарой Эдельман. Сулейман Великолепный, великий турок, как его называли в Европе, гран-сеньор, великолепный. Сам он предпочитал, чтобы его называли Сулейман Кануни, Сулейман Законодатель. Таким он остался в турецкой истории. А вообще-то его титул звучал следующим образом. Я держу в руках книгу своего любимого писателя Джейсона Гудвина, но я больше всего люблю его исторические детективы, действия которых происходят в Стамбуле XIX века. Но эта книга «Величие и крах Османской империи» тоже очень интересна. И вот он здесь приводит титул, как называли Сулеймана. Правитель 37 королевств, повелитель государств римлян, персов и арабов, владыка моря Средиземного и моря Черного, достославной Каабы и пресветлой Медины, великого Иерусалима и трона египетского, Йемена, Адена и Саны, Багдада, обители праведных, Бастры, Аль-Ахсы и городов Нуширивана, Алжира и Азербайджана, Кыпчакских степей и земель татарских, Курдистана и Луристана, Румелии и Анатолии, Карамана, Валахии, Молдавии и Венгрии и многих других земель и царств, султан и падишах. Сулейман вообще-то по счету османскому был Сулейманом I, но его называли иногда Сулейманом II, и это был особый такой вид лести, потому что тогда предполагалось, что первый Сулейман – это древний царь Соломон, великий мудрец, строитель Иерусалимского храма, обладатель огромных богатств. А Сулейман XVI века, он как бы второй Соломон. И в этом тоже определенный смысл. Ну, не буду говорить, что Сулейман так уж похож на библейского царя, но он был, конечно, мудрым правителем, он был невероятно богатым правителем, он обладал поразительной властью. Что можно о нем сказать? Начнем с того, что, конечно, он строил не на пустом месте. Он появился не просто так. Сулейман стал султаном в 1520 году, после смерти его отца Селима Грозного, или Селима Жестокого. Он получил уже удивительные земли, удивительную империю, удивительные богатства и вообще поразительное наследство. Начиная с XIV века турки-османы, потомки
тех, кто подчинялся вождю Осману, пришедшему в Малую Азию как раз в XIV веке. Турки-османы начали свои завоевания, они постепенно получили обломки владений тюрок-сельджуков, отняли части земель у Византии, довольно много, захватили Балканы, множество других земель. Их, конечно, великим завоеванием стал захват Константинополя в 1453 году, когда Византийская империя прекратила свое существование, а на этом месте возникла империя османов. И вот это важный момент. Конечно, Мехмед II захватил Константинополь после осады, кровавых боев. Город был разрушен, разграблен. Последний византийский император погиб, тело его так и не было найдено. Но при этом османы очень хорошо понимали, что они получили. Они, как и все жители мира, не только окружающих земель, понимали, что Константинополь – это Константинополь. Не случайно считается, что название Стамбул происходит от искаженного греческого слова «полис». Ну, что как бы греки говорили «поехать в город», в полис. То есть вот город с большой буквы. Как в Древней Римской империи называли Рим городом. Так вот Константинополь тоже был город. Все остальное так. И османам было ясно, куда они пришли, ясно, чем они владеют. Вот сегодня мы будем говорить о том, что, наверное, главным врагом Сулеймана был император Священной Римской империи Карл V, которого он не признавал императором, называл король Испании. Вот что угодно, но не император. Почему? Император может быть только один. Среди его титулов, как мы сейчас слышали, нет титула императора. Но он понимает, он находится вот в этом самом месте. Его дворец там, где были дворцы византийских императоров. Его мечети строятся так, чтобы они напоминали храм Святой Софии, превращенный в мечеть еще при Мехмеде II. Он строит, во-первых, на наследстве Византии, Римской империи. Во-вторых, конечно, на наследстве, доставшемся ему от его предков. А кроме земель, ему досталось много других интересных вещей. Очень продуманная, интересная система управления. Очень необычная для того времени и, конечно, превосходившая практически всех остальных войск. Это удивительная вещь, что османы, кочевники, вроде бы не так давно, ну, с исторической точки зрения, не так давно вышедшие из азиатских степей, они очень ясно поняли, ну, может быть, интуитивно почувствовали, но во всяком случае они использовали в своем правлении несколько принципов, которые и определили уникальность их власти, и в частности уникальность власти Сулеймана. Ну, что я имею в виду? Во-первых, конечно, им надо было решать, как им управлять вот этими разными, разнородными, не похожими друг на друга землями. Славянские земли на Балканах, Малая Азия, Восточные земли, Египет и многое-многое другое. Вот как все это держать в руках? Во-первых, была создана замечательная администрация, скажем так. Был огромный такой костяк управленцев. Сейчас мы еще поговорим, откуда они брались, которые вообще очень хорошо управляли. При этом вот в течение многих веков в Европе важной проблемой для любого короля, для любого правителя было выстраивание отношений с феодалами. Ну, представим себе какого-нибудь французского короля, конечно, уже не в XVI веке, но за несколько веков до этого. Он владеет небольшой частью того, что мы сегодня называем Францией. Все остальное принадлежит его вассалам. Причем существует сложная лестница. Все помнят в школе, все почему-то всегда запоминают этот принцип: вассал моего вассала не мой вассал. То есть король раздает земли своим вассалам, а те раздают своим, те своим. И король вообще-то может что-то приказывать только тем, кому непосредственно он дал землю. А дальше его приказ теоретически должен передаваться по лестнице вот этой вниз, но передается не всегда. Плюс к этому все вот эти вот отношения в
Европе это отношение личных обязательств, вассальной клятвы, которая приносится. А что происходит дальше? Когда умирает феодал, конечно, формально его сеньор въезжает в его замки на 40 дней, чтобы напомнить своей власти, но затем он передает его сыну эти же замки, и сын тоже приносит клятву, продолжает управлять. Таким образом, конечно, уже где-нибудь там в 4-м поколении любой феодал знает, что это его замок. А чей же еще? Вот это первая вещь, которой не было у турок. Первая проблема, с которой Сулейману не надо было, по крайней мере, так сильно не надо было о ней думать, как европейским правителям. Вся земля, входившая в огромную Османскую империю, принадлежала султану. Здесь никто не мог передать землю по наследству. Мало того, никто от какого-нибудь мелкого чиновника до великого визиря не мог завещать свои дома, свое богатство детям. Когда умирал визирь, его богатство уходило в казну султана. То есть здесь не было наследственной аристократии. Каждый, кто что-то получал, получал от султана. Умирая, он все возвращал государству. Понятно, что все равно, ясно, что дети визиря не шли нищенствовать. Он уж как-то о них позаботился, естественно, в течение жизни. Но вот эта идея, что все твои богатства, все твои земли, конечно, перейдут твоим детям, здесь этого нет. Еще раз, начиная от султана и заканчивая каким-то мелким тимариотом, воином, который получил кусок земли и служит за этот кусок. Они все просто пользуются владениями султана и за это несут свою службу. Это очень важная вещь, очень усиливавшая власть султана. Кроме этого, конечно, у османов сложилась удивительная система, благодаря которой эта империя использовала лучшие силы всех покоренных народов. Очень много написано, особенно, конечно, в XIX веке, когда Османская империя разваливалась, когда на ее обломках возникали национальные государства, когда разные народы боролись за свою независимость. Вот здесь очень много было написано о жестоком угнетении, о том, как преследовали османы своих подданных, как разрушали церкви, как убивали людей, как жестоко забирали мальчиков в янычары, а родители плакали и рыдали. Но это, конечно, взгляд XIX века, взгляд, уже пропитанный совершенно другими представлениями. В XVI веке, вот в тот момент, когда Сулейман получил свою империю, конечно, во-первых, османское государство было, безусловно, самым терпимым из всех существовавших в Европе. И не только в Европе. Естественно, пока шло завоевание, здесь было много жестокостей, убийств, разорения городов и так далее. Но вот земли подчинены. Османы очень четко делили весь мир на то, что они называли дом мира, это их владение, и дом войны, это владение других. Вот туда, когда идем воевать, мы, конечно, грабим и все как полагается. Дом мира трогать нельзя. Когда Сулейман совершал свои походы, скажем, на Венгрию, а он несколько раз туда отправлялся, вот он Венгрию, хотя не сразу включил в свои владения, но, в общем, считал ее своей. И воинов, которые, скажем, пускали коней пастись на полях тут же казнили. Вот дальше дошли до владений, скажем, Габсбургов. Здесь грабь сколько хочешь, это другое дело. Тут не трогать. Это очень важно. У крестьянина никто не мог отобрать землю. Или так вот просто как-то с ним разобраться. Но что происходит дальше? В Османской империи огромное количество людей разных верований. Здесь есть мусульмане, здесь есть христиане разные, православные, католики, здесь есть евреи. Огромное разнообразие языков, религий, верований. Все могут верить, как хотят. Пожалуй, хуже всех обращались со своими мусульманами, но шиитами. Значит, шииты для турок-суннитов были еретиками. Вот один из врагов Сулеймана – Персидское царство. Там шииты. С ними надо, конечно, жестоко обращаться. Живущие на территории Османской империи христиане, евреи, да живите как хотите. Платите налог. У османов, конечно, очень важная вещь. Человек не воспринимается сам по себе. Ну, это тоже характерно, конечно, не только для них. Человек должен быть членом какой-то общины. А вот с общиной имеет дело государство. В частности, общины религиозной. Каждого
человека судит его община. Они живут по христианским законам, по еврейским законам, по мусульманским законам. Ну, конечно, если не мусульманин вступает в конфликт с мусульманином, тут будут мусульманские законы действовать. Но, в принципе, есть религиозный лидер каждой общины, он решает их внутренние дела. Все. Ну, дальше, конечно, есть законы общие, тут извольте подчиняться. Все, платите налог. Огромное количество людей пыталось переходить в ислам, а им говорили: нетушки. Знаем мы, почему вы хотите. Вы хотите налоги не платить? Оставайтесь со своей религией, платите нам налог. Казна, кстати, была полна практически всегда. При том, что налоги не были страшно тяжелыми, если мы говорим о времени Сулеймана. И вот в этой ситуации одна из обязанностей, лежавших на немусульманских подданных султана, это то, что называлось девширме, это налог кровью. Мальчиков отдавали. Отдавали мальчиков на службу. Ну, есть много печальных, очень поэтических описаний, как приходит жестокий турецкий отряд, забирает мальчиков, матери рыдают, идут за своими сыновьями. Да ничего подобного. Очень часто специально отдавали детей. Мусульманские семьи, которые не подпадали под этот налог, они специально разными путями пытались своих сыновей подсунуть, чтобы у них забрали. Почему? Потому что это удивительный социальный лифт. Потому что этих мальчиков привозят в Стамбул, ну или в какие-то другие центры, но самых отличившихся в Стамбул, конечно, их обращают в ислам. После чего их учат. Учат замечательно. Ну, главная вот такая придворная школа, которая находилась на территории дворца Топкапы, которая была разделена на 7 классов, на 7 ступеней. И там учили очень разному и очень разнообразному. И, конечно, их учили турецкому языку прежде всего, чтобы они могли общаться между собой. Это такая выравнивающая вещь. Их учили языкам, их учили Корану, их учили поэзии, музыке, истории. Одновременно, конечно, физическое развитие. Дальше, вот в зависимости от того, на какой ступени ты находился, ты выполнял разные обязанности тут во дворце или в Стамбуле. И потом ты можешь переходить все выше и выше, или ты можешь остановиться на какой-то из низших ступеней. В зависимости от этого ты дальше получаешь определенное место. Или же в государственном аппарате, или в армии. И таким образом ты можешь дослужиться до самых верхов. Один из европейских путешественников с удивлением писал, что османы ценят каждого талантливого человека. И он дальше рассуждает. Вот мы в Европе, если мы видим прекрасную собаку или прекрасную лошадь, то мы, конечно, будем ее холить и лелеять, и хорошо кормить, и воспитывать. А вот с людьми мы так не обращаемся. А османы, совершенно независимо от того, из какого народа этот человек, какой религии он принадлежал раньше, если они видят талант, они его продвигают. И действительно, вот среди элиты, скажем, в эпоху Сулеймана, есть представители, во-первых, огромного количества народов. Ну, иногда даже разные народы спорят за право называть своим того или иного человека. Вот, скажем, великий архитектор Сенан, на право называть его своим претендуют армяне, и сербы, и греки. Но совершенно ясно, что он изначально был вот таким христианским мальчиком. Ибрагим Паша, друг и великий визирь Сулеймана, который столько лет был ближайшим к нему человеком. Он, очевидно, был захвачен пиратами на одном из греческих островов, потом продан в рабство, воспитан. Находился он в том городе, где проходила как раз молодость Сулеймана. Очевидно, его продали во дворец. Сулейман обратил на него внимание, и начался его потрясающий взлет. Хотя он был никто, он был раб, грек, изначально христианин, его потом все время подозревали, что он так и остался христианином. И таких примеров очень много. Другой великий визирь Мехмед Паша Соколу. Что такое Соколу? Соколович. Он, скорее всего, серб или, может быть, хорват, который, конечно, тоже вот так вот был взят, воспитан и сделал карьеру. И вот вся элита государственная подпитывалась самыми талантливыми людьми из разных народов. И здесь была очень четкая задумка. То есть, если бы элита была своей, то очень быстро возникли бы династии, которые бы оказывали влияние, давили бы на султана и все такое прочее. Теперь все вот эти чиновники, они рабы султана, они знают, что их богатства после их смерти уйдут султану, они служат только ему.
они только ему благодарны за свою карьеру. С янычарами яничари, новое войско. Вот с этим войском янычаров потрясающим примерно то же самое. В течение долгого времени янычарам не разрешалось жениться, по крайней мере официально. У них не было семьи, у них не было детей, у них не было собственности, они только служили султану. Другое дело, они довольно быстро стали плохо управляемыми, они бунтовали. Каждый раз, когда один султан умирал, а новый вступал на престол, то янычары требовали для себя огромных даров. Дальше в 17-18 веке они станут таким тормозом огромным для прогресса, для развития Османской империи. Но в 16 веке это мощнейшее войско с потрясающей дисциплиной. Тоже знаменитое описание путешественников как гигантский первый двор дворца Топкапы. Ну, это то место, где сегодня вот еще продают билеты, где стоит очередь на вход, где церковь Святой Ирины. Это огромное пространство. Когда-то это был первый двор дворца. И здесь путешественники, послы видели, стояли иногда, скажем, несколько тысяч янычар. Например, когда они собирались в поход. Вот здесь было место сбора, откуда они выходили. И они стояли в полном молчании. Один путешественник описывает, что он думал, что это статуи. Настолько они были неподвижны. Вот их дисциплина. Они, конечно, были прекрасно натренированы, были прекрасными воинами и во многом обеспечили победы, в частности, Сулеймана. Таким образом, значит, вот Османская империя опирается на тех, кого она завоевала. И надо сказать, что, конечно, множество жестоких завоеваний, разрушений, убийств. Были места, которые с большой радостью переходили под власть султана. Были люди, убегавшие из христианских земель, например, потому что их преследовали как еретиков. Как очень много таких было в Боснии, скажем. Например, потому что крестьянину было легче жить в Османской империи, чем в какой-нибудь феодальной европейской стране. Вот судьи, конечно, всегда связаны с духовной властью. Они судят по законам шариата, плюс по государственным законам. Судьи были турками этническими. Вот здесь вот эта часть власти оставалась в руках турок. Но государственный аппарат и войско постоянно подпитывалось покоренными, даже как-то это слово, наверное, неправильно звучит, народами. А совершенно ясно, что чем шире тот слой, из которого формируется элита, еще одна вещь. Дело даже не только в народах, а в том, что ты можешь быть сыном свинопаса, а потом подняться до визиря или там до командира янычар. То, что все-таки в это время, до Великой Французской революции, ни в одной европейской стране такое невозможно. А здесь возможно. Поэтому, конечно, управление было удивительным совершенно. Это то, что получил Сулейман. Одновременно с этим он, конечно, получил другое наследство тоже. А именно традицию жестокой, совершенно бесчеловечной борьбы за власть при каждом переходе трона. У османских султанов жен было много, жен, наложниц, сложная система в гареме. Мы, к сожалению, очень много написано художественных произведений про гарем, естественно, фильмов, но вообще-то мы очень мало знаем о том, как там все происходило, просто потому что это был совершенно закрытый мир. Но совершенно ясно, что там огромное количество девушек живет, для которых это тоже социальный лифт. Ее похитили из какого-нибудь там, скажем, черкесского аула. Ее похитил отряд крымских татар, который потом продал ее в Стамбул. Но если она попала в гарем, даже если она никогда не увидит султана, а таких было большинство, конечно, девушек, которые просто были служанками, обитательницами гарема, скажем так, для начала она уже живет очень неплохо. Ее кормят, ее одевают, ее обучают. Девушки должны быть воспитанными, уметь петь, уметь танцевать, знать стихи и так далее. Она уже получает то, что у себя где-нибудь на Балканах или на Кавказе она бы не получила. Я не призываю к похищению девушек. Я просто говорю о том, что для многих это была райская жизнь. Да, в отрыве от своей родни. Но в конце концов, если ее выдавали замуж в соседнюю деревню, она тоже покидала свою родню. Могло свершиться великое, что султан на нее обратил внимание, и тогда уже
Там были четкие градации, у нее уже лучше жилье, у нее лучше одежда. А если султан несколько раз на нее обратил внимание, уже заинтересовался ей, она переходит еще выше. Конечно, еще большее счастье, если она родила султану ребенка, особенно сына, тогда ее положение меняется. Но при этом любой султан, у которого обычно много детей, он в какой-то момент должен сделать выбор, кто будет наследником. У османов совершенно не было вот этого представления, что обязательно должен наследовать старший сын. Один из сыновей. Обязательно из рода Османа. Вот удивительным образом с XIV века до начала XX управляли только мужчины из рода Османа, при том, что несколько раз была опасность, что всех перебьют и не останется ни одного наследника. Но такого все-таки не произошло ни разу. Как все развивается? Это, конечно, трудно все понять сегодня, но, однако, это было так. Султан присматривается к своим сыновьям, когда они уже подрастают, он дает им в управление разные части своей империи, причем обычно их отправляли в Азию, туда, где меньше воюют, чтобы они вдруг не стали слишком уж опытными воинами, не восстали против отца. И он смотрит, кто и как управляет. Здесь множество интриг. Естественно, матери этих сыновей интригуют, они сами. Например, чем ближе то место, которым ты управляешь, к Стамбулу, тем легче тебе будет захватить Стамбул, если вдруг отец неожиданно умрет. Но опять же, более ответственный пост тебе дали, менее ответственный, и он смотрит. Дальше, теоретически он может сделать выбор уже при жизни. Вот, скажем, Селим, отец Сулеймана, похоже на то, что он просто перебил всех. Мы не знаем, были ли у Сулеймана братья, непонятно. Но не исключено, что если они были, что просто отец их всех убил. Его отец, дед Сулеймана, Баязид, он присматривался к своим сыновьям, вроде бы как предполагалось, что наследником будет старший Ахмед, который был сильный, умный, энергичный. Правда, его не любили янычары, а это неприятная штука. Дальше был второй брат Каркуд, который вообще как-то особенно на власть не претендовал. Он писал стихи, он был таким мистиком, но все-таки тоже сын султана. И, наконец, Селим, вот будущий отец Сулеймана. Не дожидаясь смерти отца, они начали между собой сражаться. Селим убил обоих братьев. Естественно, и их сыновей тоже, чтобы, значит, никого не осталось. Но считается, что Каркуд, когда уже к нему пришли палачи, он написал стихотворение к своему брату, упрекая его в жестокости. И когда брату принесли это стихотворение, Селиму, тот заплакал. К этому моменту Каркуд был давно уже задушен струной. Кровь османов проливать нельзя, поэтому их душили. Селим еще, очевидно, после этого расправился с папой, потому что он вынудил своего отца отречься от престола. И когда тот, значит, ехал из Стамбула на заслуженный отдых, то вдруг как-то очень быстро заболел и умер. И, в общем, предполагается, что Селим приложил к этому руку. Он недолго правил, и правил жестоко, причем такая замечательная есть история о том, как очередной был конфликт с Персией, и он запретил торговать с персами. А 400 купцов нарушили этот запрет. И он велел их всех казнить. И когда муфтий, духовное лицо, заступился и сказал, что как же так, а Селим сказал, а что, разве нельзя 2/3 жителей мира уничтожить ради блага еще 1/3? Такой совершенно какой-то большевистский подход к делу. И, естественно, казнил их. Какие-то ходили слухи, что он хотел убить Сулеймана тоже, хотя не совсем понятно. Якобы там отравленную рубаху ему присылал сыну. Но это не совсем понятно, потому что Сулейман похож на то, что был единственным его, или, по крайней мере, оставшимся сыном. И вот эта вот борьба братьев за власть, Сулейман ее избежал, потому что похоже, что ему не с кем было бороться. Но он переживет страшную трагедию борьбы его сыновей, о чем мы еще поговорим. И дальше султаны в течение еще некоторого времени, это будет само собой разумеющимся, что вступающий на престол султан убивает всех своих братьев. Это а как же иначе? А иначе будут усобицы, кровь прольется. А так хорошо.
всех прикончили и все. Наверное, нехорошее слово «смешно» в данном случае, но в одной книге, как раз посвященной вот этой генеалогии османов, европейский автор очень трогательно рассуждает, что вот в течение всего XVI века братьев султана убивали. А в начале XVII века их перестали убивать, их стали заточать в гареме, где они сидели, обреченные на такое совершенно растительное существование, никуда оттуда не выходили. Потом, может быть, кого-то там вытаскивали придворные, если происходил переворот, сажали его на престол, он уже вообще мало чего соображал, ничего не знал, ничего не умел. И это, как считает автор, было одной из причин упадка Османской империи. И он замечательно рассуждает, что вот в начале XVI века все эти принцы, у них была нормальная, пусть и короткая, но нормальная жизнь. То есть прежде чем тебя убьют, ты успеешь, скажем, жениться, обзавестись собственными детьми, поуправлять какой-нибудь провинцией, повоевать. Ну, потом, да, твой брат захватил власть, прислал, значит, немых палачей, которые тебя придушили. А так ты с детства сидишь в гареме, ничего не соображаешь, и вроде как и жизни нет. Ну, такое, конечно, сомнительное немножечко рассуждение, но то, что вот эта вот странная борьба за престол сильно влияла на жизнь Османской империи, это безусловно. И вот в 1520 году султан Селим в военном походе умирает. Здесь сразу еще одна проблема. Да, как только султан умирает, янычары начинают требовать даров и вообще никого не слушаются. Поэтому великий визирь Пири-Паша, он скрыл смерть султана. Очень интересно, что потом, через почти полвека, также поступит и когда умрет Сулейман. Хотя здесь не было никакой конкуренции, но он просто боялся за дисциплину и быстро отправил к Сулейману сообщение о том, что тот должен быстро войти в свои права. Сулейман помчался в Стамбул, помчался к войску возвращавшемуся. Вот когда он приехал, тогда было объявлено о том, что Селим умер. Тут же янычары стали требовать наград, как всегда. Естественно, они их получили, потому что, несмотря на то, что янычары рабы султана, но с ними предпочитали не ссориться. Сулейман, правда, вот одна из мудрых вещей, которую он сумел сделать, у него были прекрасные отношения с янычарами. Был моментик, когда он 3 года не воевал, а янычары живут, они, конечно, получают жалование, но они живут прежде всего разбоем и грабежом завоеванных земель. И они были возмущены, и было восстание. А он задержался, он охотился там на Балканах долго. И он тут же примчался в Стамбул, он тут же собственноручно убил нескольких зачинщиков, казнил командиров янычар. Дальше наступила тишина. Очень интересно, что Сулейман сам записался в янычарский полк и получал жалование как янычар. То есть он им показывал, что он свой. И он, конечно, очень много ими занимался, и войско его было невероятным и практически непобедимым. Османское войско состояло не только из янычар. Там были очень разные люди. Там были конники-сипахи, там были еще вот тимариоты, служившие как бы за участок земли. Но, конечно, янычары составляли самую боеспособную часть его. Один итальянский мыслитель того времени, секретарь римского папы, который очень много оставил разных записей об османах, вот у него замечательное есть рассуждение, чем войско Сулеймана превосходит европейское войско. По 3 причинам они лучше наших солдат. Они без вопросов подчиняются своим командирам. Надо сказать, что в европейских войсках это была большая проблема. Ну, те феодальные отряды вообще, у них с дисциплиной было плохо. А наемники, в общем, тоже требовали только денег. У янычаров железная дисциплина, если они не бунтуют. Второе. Кажется, что их совсем не волнует их жизни. И поэтому в битве они действуют с невероятной смелостью. И, наконец, они могут в течение долгого времени обходиться без хлеба или вина и есть только ячмень и воду. Ну, есть французский автор, который приводил 17 причин, не буду уж их сейчас все зачитывать, 17 причин, по которым османское войско лучше европейского. То есть это все понимали. Плюс к этому у них была потрясающая артиллерия. Кстати, мастера, делавшие пушки, обычно были европейские. И, в общем, справиться с ними было очень непросто. Но вот Сулейман
помимо того, что у него она была прекрасно организована, эта армия, он еще сумел наладить с ними отношения, и они, конечно, беспрекословно ему подчинялись. И вот он становится правителем. Уже у него огромные земли, но он хочет идти дальше. И вот здесь вопрос, куда идти. Сулейман воевал очень много и почти всегда побеждал. Но вот до сегодняшнего дня историки рассуждают. Он двигался иногда на запад, прежде всего на Балканы или в Средиземное море, иногда на восток. Здесь главный его враг – это персидский шах. И вот есть разные историки, которые говорят, что если бы Сулейман больше усилий прикладывал на восточном направлении, разгромил бы персидское царство, отправлялся бы дальше. Он однажды даже отправил экспедицию вплоть до Индии. А и к нему приходили послы мусульманских государств индийских и говорили, что вот на нас португальцы пришли, помоги нам. Теоретически могло сложиться так, что Сулейман бы подчинил себе огромные восточные территории, то есть Османская империя сдвинулась бы на восток, может быть, вплоть до Индии. И это достаточно реалистичное предположение. И тогда вся история мира пошла бы по-другому. Тогда бы он контролировал все восточные торговые пути, а меньше вмешивался в европейскую историю. Невероятно, сколько изменений бы произошло. Все восточный вопрос XIX века, все многочисленные, скажем, русско-турецкие войны, заинтересованность англичан, египетский поход Наполеона. Вот всего бы этого не было. Было бы что-то другое. Я не берусь судить, лучше, хуже. Но для Сулеймана главным, конечно, было западное направление. Вот он хотел двигаться туда. Он добился на Востоке многого. Он несколько раз разбивал персидского шаха. Он после тяжелого похода, но он получил Багдад, город халифов. Его отец захватил Египет. И Сулейман уже был правителем Египта, а он стал еще правителем Багдада. И это был такой символический момент. Но главное было на Западе. Вот туда он стремился. И вот здесь начинаются очень интересные вещи. Итак, прежде всего, что такое Европа начала XVI века? Период феодальной раздробленности почти везде преодолен. Здесь уже появляются сильные государства объединенные, сильное французское государство, сильное английское государство, сильное испанское королевство. И это очень важный момент. Здесь есть такие уже сильные государи, выстраивающие свою абсолютную власть. Это один момент, с которым Сулейман должен считаться. Другой, очень идущий ему на пользу, это то, что начало XVI века в Европе разгорается реформация. Вот главный враг Сулеймана – император Карл, он же испанский король, Карл I. Значит, Карл V как император, Карл I как испанский король. У него все время проблемы с реформацией. В Германии начинает проповедовать Лютер. Вот Сулейман стал султаном в 1520 году, за 3 года до этого Лютер прибил свои 95 тезисов против индульгенций к двери собора в Виттенберге, и началась реформация. Это очень сильно осложняет ситуацию для многих европейских государей. Один историк написал, что если бы не турки, то протестантов в XVI веке могла бы постигнуть такая же участь, как за несколько веков до них альбегойцев, еретиков французских, которые были уничтожены практически по приказу Папы Римского и французского короля. Но тут можно спорить, но тот факт, что вот эта вот проблема не мог никто, даже такой великий государь, как Карл V, он не мог одновременно решать проблемы в Германии с протестантскими князьями и на Балканах с турецким войском. Он всегда должен был выбирать, и это будет очень много значить. И вот Сулейман, который, конечно, осознает себя как наследника императоров, хотя он так себя и не называет, он воспринимает своего главного врага Карла V. Кто такой Карл V? Это внук Фердинанда и Изабеллы, королей, объединивших Испанию. Человек, который молодым довольно-таки был избран в 19 году, как раз за год до вступления на трон Сулеймана. В 19 году Карл был избран императором Священной Римской империи. Для этого его дед, император Максимилиан, дал невероятные взятки разным германским правителям, чтобы они проголосовали за Карла. Он одолжил фантастические деньги у банкиров-фугеров, богатейших людей тогдашней Европы. Этот долг династия Габсбургов будет выплачивать весь XVI век. И даже
несмотря на все золото и серебро, которые будут к ним идти из колоний американских, век понадобится, чтобы это выплатить. Но Карл стал императором и таким образом воспринимает себя как главного правителя в Европе. Но так не все считают. И в частности, самым грозным до появления Сулеймана, по крайней мере, самым грозным врагом в Европе для Карла будет Франция. Франция, у которой все время сложные отношения с Испанией. А во Франции правит тоже очень интересный король Франциск I, усиливающий свою власть, строящий замечательные дворцы, приглашающий к себе Леонардо да Винчи, создавший прекрасный двор. Он тоже, кстати, претендовал на то, чтобы его выбрали императором, но не вышло. Он хочет тоже власти. В частности, Карл и Франциск все время конкурируют в Италии. В раздробленной Италии они пытаются установить здесь свою власть. Франциск мечтает подчинить себе Милан, один из богатейших городов Италии, и никак им это не удается. Они воюют между собой. Будет момент, когда французское войско будет разбито в битве при Павии, и Франциск попадет в плен и проведет несколько лет в плену у испанского короля, скажет, все потеряно, кроме чести. Потом ему придется подписать очень невыгодный для себя договор, и тогда Франциск его отпустит, но возьмет заложниками 2 его маленьких сыновей, чтобы Франциск выполнил условия договора, отдал те земли, которые он должен отдать. Ну, как только Франциск выехал из Испании, он сказал, что договор, который под давлением в плену подписан, это не считается. И не стал ничего выполнять, детей потом выкупил, правда, своих из плена. И вот это противостояние Франциска и Карла, Франции и Испании, оно тоже будет невероятно важно для Сулеймана, потому что Франциск окажется, несмотря на его католичество, несмотря на то, что он у себя борется с протестантами, с гугенотами, их преследует, он начнет сговариваться с Сулейманом, он начнет просить его помощи против Габсбургов, и Сулейман будет очень не прочь ее оказать. У Сулеймана 2 задачи. В начальный период его правления он начинает уже устанавливать свое влияние на Средиземном море, об этом чуть попозже поговорим, и он хочет прорваться на Балканы. Большая часть Балкан уже принадлежит ему, уже задолго до него, еще в конце XIV века. Здесь были захвачены разные территории. Он хочет идти дальше. Он совершит несколько потрясающих совершенно походов на Балканы. Надо сказать, что XVI век – это время того, что потом назовут ученые малым ледниковым периодом. Это время похолодания по всей Европе. Мы знаем пример этого похолодания, страшные морозы в России в начале XVII века, которые во многом привели к смутному времени. Но это не чисто российское явление, это общемировое даже явление. И что это значит? С одной стороны, зимы более холодные. Ну, скажем, там зафиксировано в Лондоне, замерзает Темза, всю зиму там ярмарка на льду. А с другой стороны, страшно дождливое лето. Вот каждый поход Сулеймана на север – это борьба прежде всего с погодой, потому что идут какие-то невероятные дожди, реки выходят из берегов, все заливает, пушки завязают в грязи. Он должен преодолевать какие-то жуткие, прежде всего, логистические проблемы. И надо сказать, что еще одна очень важная для него сила – это его, ну, как сегодня сказали, военные инженеры. Это те, кто, скажем, там за несколько дней строит мост через Драву или Дунай. Ну, понтонный, конечно, мост. А когда войско переходит, мост уничтожают, чтобы никто не думал о том, чтобы отступать. Это те, кто организует вот это перетаскивание гигантских пушек. Дорог-то практически не было. Это все страшные проблемы, которые решаются. И дальше Сулейман двигается постепенно. И, конечно, мы не будем сейчас подробно говорить обо всех этих походах. Он подчиняет себе Белград, а это очень важный момент, потому что Белград как бы давал возможность уже распространяться дальше. И дальше он начинает все больше и больше двигаться в сторону Венгрии. А Венгрия – это, ну, во-первых, она, конечно, удобная для завоевания, потому что это равнина, по которой
это не горы, где достаточно легко передвигаться, но это королевство, на которое претендуют разные силы. В частности, на него претендуют те самые Габсбурги. Карл V поручил управлять германскими землями своему брату Фердинанду, и Фердинанд вообще-то поглядывает с интересом на Венгрию. Венгрией управляет молодой совсем король Ласло, конечно, по-венгерски, но обычно принято его называть Людовиком Венгерским, который женат на сестре Карла и Фердинанда, на принцессе из рода Габсбургов. А на его сестре, наоборот, женат Фердинанд. То есть Габсбурги породнились с этим венгерским королем и, конечно, думают, что следующий шаг будет включение Венгрии в империю. Но вот здесь тоже оказывается такое огромное преимущество османов перед европейцами. Европейцы никак не могут между собой договориться. Венгерский этот король несчастный, он понимает, что вот уже идет Сулейман, он уже захватил одну крепость, другую, он двигается все ближе, он просит помощи. Ему все говорят: да, мы тебе против этих поганых турок, конечно, поможем. Но никто не помогает. У всех свои проблемы. В Англии свои, во Франции свои, в Испании свои, значит, в Германии протестанты. Ну, немножечко ему прислали помощи, но не очень много. И даже вот то войско, которое он собрал, куда входили и польские рыцари, и немецкие рыцари, и венгерские епископы, которые почему-то командовали войсками, они не могли договориться между собой. Они пришли на поле у Мохача и никак не могли... А как там сражаться-то? Польские рыцари сказали: давайте мы сделаем заграждение из фургонов, из повозок. Вот в начале 15 века гуситы в Чехии так сражались, очень хорошо защищались. Повозки очень хорошо защищают от конного натиска. Нет, сказали рыцари венгерские, да что, надо вперед идти, атаковать. Но перед началом битвы один епископ сказал, что чувствую, что завтра на небо отправятся 20 тысяч венгерских мучеников. Но и на самом деле их отправилось куда больше, потому что в битве при Мохаче страшный был, невероятный разгром всего этого войска. Им плохо управляли, они попались в ловушку османов, они кинулись... Рыцари понимали только вот скакать вперед. Они кинулись вперед, османы расступились, войско янычар по приказанию, эти ворвались в центр, были окружены. Огромное количество погибших. Потом еще Сулейман приказал 2000 пленных обезглавить после победы при Мохаче. Несчастный этот король Людовик утонул в болоте. Потом только было найдено его тело. И все. Венгерское войско было разгромлено. А вот что будет дальше? А дальше Сулейман запросто мог просто Венгрию объявить своим владением. Он разумно оценивает свои силы, он понимает, что это будет означать какую-то мощную еще войну. Он возвращается. Ну, дальше много есть рассказов о его общении с разными послами Карла, Фердинанда и других, о том, как надменно, он сам-то даже, естественно, с ними не разговаривал, просто молча выслушивал то, что они говорят, а потом его великий визирь, его друг Ибрагим, отвечал им, и обычно отвечал очень грубо, и говорил о том, как они все презренные, ничтожны по сравнению с великим султаном. Но что происходит дальше? Венгерский король погиб, детей не осталось. Фердинанд, брат жены погибшего короля и муж его сестры, заявляет, что теперь он главный претендент. Одновременно с этим там еще венгерское дворянство расколото, и часть из них поддерживает такого знатного магната Яноша Запольяи, который тоже объявляет себя королем. Значит, получается два претендента на корону венгерскую. Фердинанда Сулейман не то что вообще никем не признавал, он его называл просто Фердинанд. Вот послам он говорил: а ваш Фердинанд, ваш Фердинандик, как Швейк бы сказал, вот это вообще никто. Его брат испанский король. Да, я не понимаю, почему он называется императором. Какой же он император? А этот просто Фердинанд. Маленький венский обыватель, потом он сказал. Прошло несколько лет, и Сулейман пошел на Вену. Ощущение такое, что он все время хотел сразиться с Карлом. Фердинанд — это так для него мелкая сошка, а Карл: ах, ты себя императором называешь? Я император, я султан, но я как император.
Вот он хотел с ним сразиться. И через несколько лет огромное войско прошло опять через Венгрию, опять разоряя разные территории, и дошло до Вены. Он надеялся, что сюда придет Карл, и они сразятся. Но в Вене не было ни Карла, ни Фердинанда. Несколько знатных рыцарей потрясающе организовали эту, казалось бы, обреченную совершенно оборону Вены. Значит, все корабли, которые стояли на Дунае, были уничтожены. Ворота были завалены. Там невероятные всякие... В общем, они понимали, что они борются. Тут ясно, что если Вену захватят, им всем не жить. И здесь возможно, что опять сыграла свою роль погода ужасающая. Это уже октябрь был месяц. И ясно было, он не мог тянуть дольше Сулейман, потому что иначе возвращаться зимой, его войско все бы погибло. И они некоторое время осаждают Вену, делают, как тоже еще одна вещь, в которой были очень сильные османы, это подкопы, это мины. Вот они пророют подкопы, а жители Вены их пытаются, значит, там контрподкопы и взрывать, и отбиваются. Кстати, один взрыв произошел, и даже кусок стены рухнул, и они почти прорвались, но их отбили. Ну и, в общем, в какой-то момент уже он понял, что не выйдет. Он собрал своих помощников и сказал, надо уходить. Они все сдали умоление, нет, надо, значит, сражаться. Тогда он сказал, я даю вам еще один штурм. И они кинулись на совершенно такой бешеный штурм, но не взяли Вену. И ушли. Возвращение назад было ужасно. Вот по этим дождям, в грязи. Очень много людей у него погибло от болезней. Но Вена устояла. Кстати, когда он вернулся в Стамбул, то, естественно, как после каждой победы, устроил празднество. Там обычно несколько дней длились эти роскошные, потрясающие праздники, парады по всему городу, там раздача угощения, как будто бы он победил. И он, в общем, такую делал хорошую мину при плохой игре. Он, оказывается, и не собирался брать Вену, а потому что тут очередная была перепалка перед этим с одним из послов, и Сулейман сказал, а вот я приду и покажу Фердинанду. На что посол сказал, что мой государь, он всегда рад тем, кто приходит как друзья, и знает, как встречать тех, кто приходит как враг. А вот я приду, сказал Сулейман. Теперь, значит, оказалось, что он и не хотел. Вот так Вену просто немножечко побомбардировал, и все. Хотел, значит, ему показать, кто главный. И вернулся. Потом, через некоторое время, будет еще один странный очень поход, когда он вроде бы опять пошел на Вену, а это был момент, когда Карл был в Вене. Единственный раз, кстати, когда император Карл доехал до Вены, хотя он и считался императором Священной Римской империи, вообще-то Австрия – это владение Габсбургов. Вот единственный раз он приехал в Вену, и Сулейман шел к нему. И дальше произошла непонятная совершенно вещь, потому что его войско осадило маленькую крепость, и очень долго ее осаждал. А там был крошечный гарнизон, но который сражался просто вот ожесточенно совершенно. И дальше, теоретически, конечно, они могли взять измором этот гарнизон или просто его уничтожить. Силы были неравны. В конце концов, эти защитники крепости пошли на переговоры, им разрешили уйти, даже под развернутыми знаменами они ушли. Крепость была захвачена. После чего Сулейман развернулся и пошел обратно. И это очень интригует историков с тех пор. А он что, вот это все огромное войско сюда привел? Любой поход – это было такое шоу. Вот они выстраивались перед воротами Топкапы, выносили бунчуки роскошные, эти, значит, такие палки с конскими хвостами, которые вместо флагов служили. Они шли по Стамбулу торжественно. Султан ехал. И все это для того, чтобы этот крошечный там Гюнс осаждать. Есть версия, что он надеялся выманить Карла, что он хотел с ним встретиться в открытом поле, как в битве при Мохаче, потому что в открытом поле с его конницей бы и с янычарами никто не справился. А Вену он уже понял один раз, что не смог взять, не хотел рисковать снова. Но Карл не дурак, Карл не пошел ему навстречу, и поэтому так эти два заклятых врага и не встретились. Но Сулейман признал королем Польши Яноша Запальяи, тот признал себя вассалом султана, целовал его руку, султан подарил ему одежду нарядную, это такой признак благоволения. И дальше, в общем, Сулейман будет решать судьбы Болгарии, рядом Молдавии, Валахии и других территорий. При этом в какой-то момент Янош Запальяи
тайно сговорился с Фердинандом, ну, у всех были проблемы со своими феодалами, и он, значит, пытался какую-то поддержку Фердинанда найти, а Фердинанд все по-прежнему часть земель, там, венгерских, австрийских занимал, говорил, вот это вот мои земли, и остальные тоже мои. И они договорились, что после смерти Яноша Запальяя, он был молодой человек еще, Фердинанд будет его наследником. Ну, и когда это еще будет. А дальше очень быстро Янош Запальяй женился на польской принцессе Изабелле, у них родился сын, и буквально через несколько недель после рождения сына Янош Запальяй умер. И кто теперь будет королем Венгрии? Фердинанд, естественно, говорит, я. Мы договорились. А королева Изабелла говорит, нет, вот у меня сын Янош Сигизмунд. Сулейман, конечно, был шокирован тем, что Янош, который ему руку целовал, сговорился с Фердинандом. Но, во-первых, он послал своего посла выяснить, а что там вообще происходит. Фердинанд говорил, а этот ребенок, которого там во дворце показывают, он не сын королевы, он вообще неизвестно откуда взявшийся. Приехал османский посол, королева Изабелла показала ему младенца, после чего на глазах у этого турецкого посольства она взяла младенца, как было написано, обнажила свою алебастровую грудь и покормила его. То есть она показала, что, по крайней мере, она кого-то родила, она может кормить ребенка. И посол поцеловал ручку этого ребенка и сказал, что да, это сын покойного короля. После чего Сулейман, когда ему все это рассказали про эту алебастровую грудь, он сказал, что хорошо, значит, этот мальчик маленький будет считаться правителем, но пока он маленький, я буду за него править. То есть, конечно, реально правила королева, но Сулейман по-прежнему считался главным. А пройдет некоторое время, и он все эти земли вообще сделает окончательно своими. Ну, оставляя здесь каких-то князей, правителей, молдавского правителя, венгерского, но все они были его вассалами. Параллельно в эти же годы он начинает движение в Средиземное море. И это тоже очень интересная вещь. Османы – кочевники. Они вышли из азиатских степей. У них нет традиции многовековой строительства флота. Они уже, конечно, много чему научились. Они много чего освоили. Уже у Мехмеда II за 100 лет до Сулеймана, штурмовавшего Константинополь, у него уже был флот. Ну, может быть, не супер какой-то сильный, но был. Теперь Сулейман начинает строить флот, усиливать его. И дальше первый противник, с которым он сталкивается, очень непростой противник. Это рыцари, госпитальеры, рыцари ордена Святого Иоанна, иониты, которые были когда-то во время крестовых походов в Святой Земле, дальше их оттуда давно выкинули, и теперь их резиденция – это остров Родос. Остров Родос, который находится совсем рядом с турецкими берегами. И здесь они выстроили огромную, потрясающую крепость, невероятно укрепленную. И они понимали, что султан… У них была бумажечка Баязидом, дедом Сулеймана, данная, что он им разрешает жить на Родосе. Но они понимали, что Сулейман скоро к ним придет. И поэтому они укрепляли флот, и поэтому они просили о помощи европейские страны, и поэтому они выстроили эти невероятные совершенно укрепления. И, собственно, это было одно из первых действий молодого султана, еще до того даже, как он в Венгрию отправился, когда он явился с мощным флотом на Родос. Те, естественно, они отказались сдаваться. И дальше началась невероятная совершенно, опять же, по своей ожесточенности, кровавая осада Родоса. При этом Сулейман, он любил театральную торжественность. Он любил все, что блестит. Вот он одевался в золотые ткани, он был усыпан бриллиантами всегда. Его шатер, ну понятно, что его шатер это не палаточка, это шатер, да, это как целый дом, который был обычно покрыт золотой тканью, а вокруг натягивали ткань, как бы изображавшую стены. Но все это сверкало, блестело. Но вот на Родосе он пожил в этом своем роскошном шатре, а потом велел построить для него каменный шатер. Вот как бы копию своего шатра, но каменный. «Я не уйду». Вот что он хотел сказать. «Я не уйду». Очень тяжело шла эта осада. Несколько раз Сулейман предлагал рыцарям сдаться,
При этом он им говорил: вы сможете остаться здесь, только признайте меня своим владыкой. Нет, мы будем сражаться. И у них, действительно, у них была поддержка большая, к ним приплыли добровольцы, у них был флот, и у них был гениальный инженер, один из величайших инженеров военных XVI века, Габриэль Мартиненго, который взял на себя техническую сторону осады. Он как раз делал тоже контрподкопы против османских подкопов. При этом у него какие-то были потрясающие приборы. Он, скажем, установил, как один историк написал, огромные стетоскопы. Я не знаю, насколько это соответствует реальности. Но, в общем, какие-то такие механизмы, которые под землей реагировали на любой шум, и они сразу отзывались. Там были какие-то натянутые струны. То есть, как только османы начинали копать новый подкоп, эти вот стетоскопы, они реагировали. И сразу рыцари понимали, что вот здесь подкоп, здесь надо защищаться. Потом, когда уже будут вести переговоры об условиях сдачи, то Сулейман потребовал, чтобы ему выдали этого Мартиненго. А они сказали: а его нет, он умер. И не отдали его. И он потом будет таким величайшим инженером на службе у того же самого Карла V и многих других. К концу года, тоже погода сказывается невозможно дальше, но и рыцари совершенно измождены. И в конце концов, на очередной раз, когда им предлагают сдаться, то великий магистр, до этого не желавший вести ни на какие переговоры, он отправляется в лагерь Сулеймана и говорит, что не готовы капитулировать. Сулейман очень вежливо его встретил, но потом якобы он сказал своим приближенным: как мне жаль, что я вынужден заставить этого старика покинуть его дом. А дальше вроде бы даже он пришел уже в крепость, чтобы и спросил: а как себя чувствует магистр? Все ли, мол, с ним в порядке. И дальше рыцарям разрешили покинуть остров вместе со всеми жителями острова, которые это хотели бы. На турецких кораблях их перевезли на Крит, ну а через несколько лет они получат от того же самого императора Карла, они получат Мальту, ну и, собственно говоря, вот так орден станет мальтийским, каким он остается до сегодняшнего дня. Но что характерно, что далеко не все жители Родоса, они могли все уйти. Далеко не все ушли. Очень многие предпочли остаться под властью османов, что тоже о многом говорит. Но вот это была одна из первых побед Сулеймана на море. Это была только первая ласточка. Потому что дальше, в течение его долгого правления, очень много изменится. Вот в этот момент, у него, конечно, тоже уже сильный флот, но это не что-то из ряда вон выходящее. И те же самые испанцы несколько раз нанесут им поражение. И дальше, во-первых, начинается мощнейшее строительство флота в Стамбуле. Огромные доки строятся, где беспрерывно, говорили, что султан дважды в день приезжал и осматривал, как идет строительство кораблей. Это один момент. А второй – это Хайреддин Барбаросса. Это великий пират, который оказывается на службе у султана. Хайреддин Барбаросса, Барбаросса рыжая борода, у него не было рыжей бороды, рыжая борода была у его старшего брата. Их было вообще 4 братьев, и потом уже Хайреддина тоже стали называть Барбароссой. И они с братьями, даже чтобы отец еще их понял, что вообще пиратство – это очень выгодная штука. У них сначала был просто такой свой отряд, они потихонечку захватывали разные территории на севере Африки. В конце концов, их базой станет Алжир, вот откуда образ алжирских пиратов. Они создали практически свое такое государство тут. А в какой-то момент, вот уже после гибели старшего брата, Хайреддин понял, что все-таки ему трудно здесь продержаться будет без какой-то помощи. Они многих тут уже мелких правителей разных с кем-то договорились, кого-то уничтожили, укрепились. Но это одно дело с каким-нибудь вот там правителем Туниса воевать, а сейчас придет испанский король, там, он же император с огромным флотом. И что тогда? И Барбаросса идет на службу Сулейману. И Сулейман прекрасно понимает, какой он получил подарок. Это 16 век. У каждого правителя есть свои собственные пираты. Самые знаменитые, конечно, пираты английской королевы. Да? Фрэнсис Дрейк, Уолтер Рейли, пираты Ее Величества. Ну, на самом деле не пираты, а каперы. Они пиратствуют только против врагов, а своих не трогают. В биографии Хайреддина Барбароссы, написанной английским, что интересно, историком, там он рассуждает о том, что Барбаросса очень часто сравнивают с Дрейком.
И обычно это сравнение в пользу Дрейка. Да, сэр Фрэнсис Дрейк, он там искусством покровительствовал, ему стихи писали, еще что-то там. Он такой благородный, а вот этот мерзкий Хайреддин в тюрбане злобный, там в ярости рвет на себе бороду, еще что-то. Вот такой мерзкий. Но он резонно говорит, что, в общем, вот это сравнение не в пользу Хайреддина, в общем, потому что он восточный человек, он не свой. А Дрейк, он какой-то понятный. Дрейк был жутким совершенно, злодеем, вообще психованным совершенно. Об этом очень много чего написано. Но они, конечно, похожи с Хайреддином. И Хайреддин Барбаросса тоже покровительствовал искусством. И тоже был таким богатым вельможей. И был таким же жестоким, как Дрейк. Они действительно очень похожие фигуры. И если для европейцев Барбаросса был жутким, страшным, кошмарным бандитом, то в Стамбуле сегодня стоит, в той части Стамбула, где как раз и были доки, в районе Бешикташ, стоит памятник Барбароссе. Как замечательно написано в одном из путеводителей по Стамбулу, что Барбаросса изображен в окружении своих соратников, а мы знаем тоже имена его соратников, других великих пиратов, там Тургута и других. Вот он стоит в окружении своих соратников, которые выглядят так же страшно, как сегодня болельщики футбольного клуба Бешикташ, связанного с этой частью Стамбула. Ну, действительно, они выглядят так впечатляюще, скажем прямо. Таким образом, существовал флот, непосредственно принадлежавший султану, плюс были пиратские корабли. Барбаросса был, конечно, выдающимся командующим, но в Стамбуле есть замечательный совершенно морской музей, который не входит в такой обязательный набор туристический для тех, кто посещает этот великий город. А между тем, это поразительный музей, и там такой красоты корабли, и видна их мощь, и видна их... Они, кстати, были очень маневренными. И другая вещь, тоже сыгравшая свою роль. У европейцев на галерах гребцами сидели пленники. Ну, это значит, прежде всего, турки. То есть понятно, что над ними стоит надсмотрщик, который следит за тем, как они гребут, он с плетью. Жизнь, они прикованы к этим своим веслам, они не выходят даже наружу, там год-два они могут прожить в этом жутком трюме, потом умирают. И, естественно, не заинтересованы в том, чтобы их спасли. То есть если в бою испанский, скажем, корабль сражается с турецким, то вообще-то гребцы очень заинтересованы в том, чтобы испанцы проиграли. А у Барбароссы свои сидели на веслах. И, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы свои выиграли. И если ему не хватало людей, он мог часть гребцов вывести наверх, и они тоже сражались. И это будет тоже существенным фактором, таким чисто психологическим. И дальше, в течение нескольких десятилетий, и при Барбароссе, и дальше после его смерти, Османский флот будет владычествовать в Средиземном море. Они будут грабить итальянское побережье, испанское побережье. Будет момент, когда Папа Римский думал, что ему надо бежать из Рима, когда все ждали высадки Барбароссы. Города юга Италии просто были в панике совершеннейшей. Греческие острова, острова, принадлежавшие Венецианской республике, они все постепенно, или они их просто грабили, или они их захватывали себе. Но уже в более позднее время, уже после смерти Сулеймана, Османский флот потерпел страшное поражение от испанского флота в битве при Лепанто, где был тяжело ранен в руку Мигель Сервантес де Сааведра. И все ликовали, что вот Османский флот уничтожен. На что великий визирь сказал венецианскому послу: да, вы разбили наш флот, вы подпалили нам бороду. У нас борода вырастет снова. А мы заняли остров Кипр. Мы вам руку отрубили. Рука у вас снова не вырастет. И действительно, через несколько лет Османский флот снова был великим и могучим. И, конечно, роль Барбароссы, не только его, но в частности его была здесь очень велика. Самое интересное, что Сулейман постоянно он понимал, что он не захватит, конечно, все Средиземное море. Ну, восточная часть очень сильно ему подчинялась, а в остальном они перехватывали корабли, они в какой-то момент просто перерезали для европейцев морские пути здесь по Средиземному морю. Но он думал, как ему действовать дальше. В течение многих лет он пытался договориться с Франциском I, с французским королем. Вот, как я уже говорила, Франциск I попросил его помощи. Даже не столько Франциск, сколько мать Франциска, пока тот сидел в плену, прислала письмо Сулейману с просьбой помочь ее сыну. И дальше они все время как бы то сближались, то расходились, то сближались, то расходились. Франциск жаждал объединиться с Сулейманом против императора.
А в то же время он понимал, что это будет для него страшная потеря репутации. Потому что тут же, как только он о чем-то договаривался с Сулейманом, вся Европа начинала вопить, что он, значит, с мерзким турком, с неверным пошел на соглашение. И для него это было прям, вот он все время колебался. Был момент, когда они уже договорились, что, несколько даже на самом деле, но был момент, когда они договорились, что они вместе пойдут воевать против императора. И опять, значит, тут у Сулеймана были дела в Венгрии, он сказал, что он сейчас не может высаживаться там ни в Испании, ни в Италии, но он пришлет Франциску Барбароссу. На юге Франции пришли корабли сюда османских пиратов. Можно себе представить эту команду и все. И это теперь союзники. Все были настолько потрясены, что король Франциск увидел, что он скоро останется при дворе один, потому что все его придворные под теми или иными предлогами отправлялись на юг, чтобы посмотреть на этих вот приехавших. Он через несколько дней запретил оставшимся, тем, кто не успел вовремя уехать, потому что Франциск любил, чтобы у него было окружение, балы, а тут все едут смотреть на этого Барбароссу. И Барбаросса все ждал, что они вместе отправятся в Италию, а вот тут Франциск стал, значит, как-то испугался. Вот здесь Барбаросса в ярости рвал бороду свою, топал ногами. Но Франциск все-таки боялся европейского общественного мнения, но они устроили один такой совместный поход против Ниццы, принадлежавшей савойским герцогам. Турецко-французские войска стали осаждать Ниццу, которая отбивалась всячески. Ну и знаменитая легенда о том, как уже, собственно говоря, на стены забрались первые турецкие солдаты, и в этот момент прачка, которую звали Катарина Сигурана, по прозвищу Уродина. Потом пытались объяснять, что это не значит, что она была уродливой, не может такая патриотическая женщина быть уродливой. Наверное, она просто была очень мужеподобная и сильная. Но, во всяком случае, эта прачка, увидев турецкого знаменосца, накинулась на него и своим вальком, вот этой палкой, которой белье отбивают, она так его треснула, что разбила ему голову. И выхватила у него знамя. Но есть другой вариант этой истории, хотя похоже, что он был поздно довольно-таки придуман, что, как написал через некоторое время один историк, она после этого, значит, разбив голову палкой этому там турку, она обнажила мясистую часть своего тела, обиняками пишет историк, и подтерлась вот этим самым турецким флагом. И вот этот ее подвиг так вдохновил защитников крепости, что они отбили атаку. Ну, сам город был взят, но в крепости-то люди отсиделись в цитадели, как считается, благодаря Катарине Сигурана. После этого у французов кончился порох. Барбаросса был в ярости. Он кричал, конечно, вино из Марселя они взять не забыли, а порох они мало взяли. Но, в общем, в конце концов, закончилась их экспедиция, и Барбаросса уплыл, получив огромную сумму денег от Франциска, и, конечно, вызвало все это невероятное возмущение всей Европы. Франциску важнее было насолить императору. Возникает такая интересная вещь. У Карла V был свой великий адмирал, которого звали Андреа Дория, такой один из величайших командиров морских этого времени, человек, происходивший из аристократического генуэзского рода, но очень сильно обедневшего. И он начинал просто как какой-то бедный моряк, потом поднялся, потом у него уже было несколько кораблей, он был известный капитан, и он пошел на службу Франциску. А Франциск что-то очень обижал Геную. Она ему не нравилась, слишком независимая, он лишал ее разных привилегий, отдавал привилегии другому городу, который соперничал с Генуей. И, в общем, Дория все это не понравилось. Он заявил протест. Франциск попытался арестовать Андреа Дория. Тот тут же перешел на службу Карлу, а Карл сразу же дал огромные привилегии Генуи, и Дория был командующим испанским или даже имперским флотом, и невероятно прославленный был адмирал. При этом есть версия, что Карл потихонечку вел переговоры с Барбароссой. Ничего об этом не известно. Конечно, никаких документов нет. Но отмечено было, что несколько раз встречались в битве османский и испанский флот. И один раз Дория... там был не только испанский, там был такой союзный флот. Испанский, венецианский. И Дория вдруг отошел. Не стал сражаться с Барбароссой. А через некоторое время, вот как раз во время этой осады Ниццы, появился неподалеку испанский флот. И можно было Барбароссе моментально на него напасть. А он сказал, я не хочу сражаться с Дория. Вот как он тогда ушел хорошо с битвы. Он ушел с поля боя, я ему благодарен.
Как потом написал один французский историк, оба они понимали, что ворон ворону глаз не выклюет. То есть то ли действительно там был какой-то сговор, то ли просто вот эти два великих моряка, они уважали друг друга, но не хотели связываться. Мы не знаем. Но как бы то ни было, Сулейман, конечно, стал величайшим владыкой, по крайней мере, Восточного Средиземноморья. Но уже под конец своей жизни он уже был болен, и у него не было сил принимать участие в осаде, но он попытался опять еще дальше выгнать уже теперь мальтийских рыцарей и отправил огромнейший мощный флот штурмовать Мальту. Но здесь они потерпели поражение. Это же была долгая, мучительная осада, и как раз вот в этом случае почти не было помощи мальтийским рыцарям, но они невероятно, опять как всегда, отбивались, а у Сулеймана там перессорились между собой командующий флотом, командующий сухопутными войсками. Ну, Барбаросса был уже покойный, там еще был этот пират Тургут, его, так сказать, наследник, который погиб во время осады. В общем, что-то плохо у них все пошло, и они не смогли взять Мальту. Это будет такой важный очень момент во всей мифологии Мальтийского ордена, как они отбивались от османов. Сулейман сказал, вот когда я с войсками, тогда мы побеждаем. Ну, может быть, он был и прав. Но, несмотря на это, большая часть Средиземного моря подчиняется ему, Балканы подчиняются ему, Малая Азия и дальше очень многие территории на восток, Багдад и дальше это его, Египет и север Африки это его, Черное море называют Турецким озером, потому что это или турецкие владения, или же вассальные государства, ну, вроде, скажем, Крымского ханства или Молдавского государства. И мощь его, конечно, совершенно невероятна. Богатство его, даже представить себе такое не могут европейские государи. Почему такой мощный флот так быстро мог построить Сулейман? Во-первых, потому что у него было очень много денег в казне. Проблема, которую всегда решал Карл V или Франциск или Генрих VIII в Англии, а у Сулеймана денег было очень много. Потому что у него было очень много ресурсов. Он мог всегда получить из одной части своей империи лес, из другой части пеньку для канатов и огромное количество людей, работавших. Венецианский посол в какой-то момент своему правительству передал, что не имеет смысла думать о дороговизне подарков, которые отправляются султану, а Венеция очень заигрывала с султаном, они его боялись, потому что никто не смотрит на эти подарки. Их столько, что они уже никому не нужны. Надо смотреть на количество подарков, потому что это вот сразу видно. А что там дарят, никто не вникает, им уже плевать, у них столько роскоши невероятно. При этом, конечно, невероятный расцвет культуры, потрясающие постройки архитектора Синана, потрясающий расцвет поэзии. Тоже очень интересная, очень характерная вещь, что Сулейман и сам любил стихи, вообще он был очень образованный человек и покровительствовал поэтам. Великий турецкий поэт Бакы был никто. Был ученик ремесленника. Но когда султан вернулся из Персии, тот послал ему стихотворение, написанное в честь побед султана. Ну, казалось бы, кто-то, какой-то поэтишка прислал. Ну, хорошо, пошли ему подарок и все. Но он оценил величие этого стиха, и началась потрясающая карьера и слава этого поэта. Около 30 художников писали книжные миниатюры при дворце Топкапы в мастерской. Ну, мастерская, правда, уже в 17 веке описана Орханом Памуком в его книге замечательной «Назову себя красной». Это уже немножечко другая эпоха. Но создавалось это все при Сулеймане. Вот такой действительно потрясающий блеск. К тому же он Сулейман Кануни. Он произвел реформу всего законодательства. Были разработаны подробнейшие законодательства для разных частей империи, причем там практически для каждой провинции свое было, с учетом своих особенностей. Конечно, это было законодательство невероятно такое мелочное. Там все прописывалось. Сколько масла можно класть в выпечку, как обращаться с домашними животными. Вот до таких мелочей. Но одновременно с этим правила владения землей, правила уплаты налогов, то есть прописано было все. И это было тоже величайшее достижение Сулеймана. Но среди этого блеска потрясающего, конечно, были свои «но». И прежде всего это вот Сулейман, который победил столько
государей, столько побед одержал, столько богатства. Вот со своей семьей он разобраться не смог. У Сулеймана были, естественно, множество наложниц еще с молодости. У него была старшая наложница. Вообще османские султаны не женились на своих наложницах. У него была старшая наложница по прозвищу Гюльбехар, что значит розовый цветок или что-то в этом роде, которая родила ему сына Мустафу. Он ее любил довольно долго. Но дальше в какой-то момент крымские татары совершили рейд на территорию, тогдашней Польши, сегодня это Украина, где-то в районе Ивано-Франковска. Разные города спорят за право быть родиной той женщины, о которой пойдет речь. Вот крымские татары совершили налет на эти земли и похитили, захватили в плен дочь местного священника Гавриила Лисовского. Мы даже не знаем точно. Одни считают, что ее звали Анастасия, другие, что ее звали Александра. В Европе ее будут называть Роксолана, что значит русская красавица. Ее продали в рабство, ее приобрел Ибрагим Паша, друг Сулеймана, и подарил султану. Она, судя по всему, не была какой-то особой красавицей, но венецианский представитель сказал, что она была не такая уж красивая, но очень грациозная. Я думаю, что он ее не видел, конечно, никогда. Но она была известна своим живым нравом. Не случайно у нее будет прозвище Хюррем, смеющийся, улыбающийся. Она была очень веселая, живая, симпатичная. Она быстро привлекла внимание султана. Но она, конечно, сначала была никто. Первой наложницей была мать старшего сына. Вообще главный в гареме, естественно, Валиде Султан, то есть мать султана. Остальные все у нее в подчинении. Но Хюррем быстро привлекает сердце Сулеймана. Потом говорили, что он так сильно ее любил, что многие считали, что она его приворожила. Похоже, что он действительно ее любил. При этом ему очень нравилось, она пела ему. Уж не знаю, какие, украинские, польские, русские, вообще какие-то славянские песни. Она была очень весела, она была очень мила. Постепенно произошла удивительная вещь, потому что султаны, конечно, весь этот свой гарем рассматривали очень утилитарно. А он стал с ней разговаривать, он стал с ней считаться. Ее влияние возрастало все больше и больше. В какой-то момент заметили иностранцы, которые начали ей привозить подарки, то есть поняли ее роль. Но между Хюррем и Гюльбехар, естественно, разворачивались ужасающие сцены. В какой-то момент они подрались. И старшая была сильнее, поэтому она выдрала Роксолане волосы, поцарапала ее. И это оказалось победой Роксоланы. Потому что, когда в следующий раз пришел Сулейман ее навестить, она сказала, что я не могу явиться перед глазами своего повелителя, потому что я вся изуродованная. И довольно долго его до себя не допускала. То есть она уже могла вот так действовать. И это, конечно, не улучшило положение Гюльбехар. И дальше в какой-то момент, когда ее сына Мустафу султан отправляет управлять одной из провинций, она уезжает вместе с ним. И это будет важный такой момент. То есть формально Хюррем все равно оставалась на втором месте, потому что ее сыновья были младше. А она нескольких сыновей родила. А главное вообще Валиде, мать султана. Но ясно, что ее роль растет с каждым днем. После чего, в какой-то момент, наверное, конечно, во многом из-за нее султан избавляется от Ибрагима. Это очень странная и запутанная история. Ибрагим Паша был ближайшим другом султана в течение многих лет. Они были настолько неразлучны, что их даже подозревали в влюбленности друг в друга, хотя вроде бы ни один из них как-то не был замечен в том, что он интересуется своим же полом. Но они, во всяком случае, они никогда не расставались. Сулейман невероятно награждал Ибрагима. После битвы при Мохаче он своей рукой на его тюрбан поместил перо цапли, украшенные бриллиантом, а это был такой великий почет. Когда потом Ибрагим отправлялся в поход, перед ним несли 7 бунчуков, а это вообще-то 3-бунчужный паша. Когда 3 несут бунчука, это уже огромный почет. У него было 7. Во-первых, в какой-то момент Ибрагим зазнался. Послы записывали какие-то странные речи, когда он говорил, да я равен султану, султан ничего без меня не делает. Я что хочу, то и делаю. Я что султану скажу, он то и делает. Причем даже непонятно, почему это он вдруг послам вот это сообщает. Но, очевидно, если он говорил послам, он говорил и другим. И, конечно, до Сулеймана это доходило.
И, конечно, Хюррем, которая должна была быть обязана Ибрагиму, потому что он ее подарил султану. Но, наверное, именно поэтому она пыталась от него избавиться. Есть версия, что и Ибрагим пытался избавиться от нее. Во всяком случае, в какой-то момент Хайреддин Барбаросса совершил налет на итальянское побережье, рядом с тем городом, где находилась невероятная прославленная красавица Джулия Гонзага. Предполагается, что Ибрагим хотел захватить эту красотку, поместить ее в гарем султана в надежде на то, что султан охладеет к Роксолане. Но Джулия Гонзага сумела бежать. Она бежала в ночной рубашке благодаря помощи одного из рыцарей. Но как только она спаслась, она приказала этого рыцаря убить. Непонятно, то ли как-то он пытался воспользоваться ее беспомощным состоянием, то ли просто потому, что он видел ее в ночной рубашке. Это не вышло. А вообще, когда Сулейману, опять же, вот Роксолана, ясно, что она уже находилась на таком уровне, на котором обычно наложницы в гареме не находятся. Потому что, например, когда Сулейману подарили красивых наложниц, она просто устроила такой скандал, что ему пришлось от них отказаться. Ну и, наконец, самое главное, что он в какой-то момент на ней женился. То, чего вообще никогда не делалось. И вот для нее Ибрагим, очевидно, был врагом. И она потратила много времени для того, чтобы объяснять султану, что у Ибрагима слишком много власти. Ну, может быть, и султан сам. Это трудно было не заметить. Ибрагима еще обвиняли в том, что он хоть и принял ислам, но на самом деле христианин. Он во время войны с Венгрией в Буде он захватил статуи. Там были древние античные статуи Дианы, Аполлона. Привез их и поставил перед своим дворцом. А дворец его находился в самом центре Стамбула, на территории бывшего римского ипподрома. Сегодня в этом огромном доме музей исламского искусства с замечательными коврами, которые там выставлены. То есть он прямо в центре города, который отрицает изображение. И вообще религия не позволяет делать статуи, он поставил языческие статуи. Это вызвало большую ярость. Один поэт написал, было два Ибрагима. Ну, Ибрагим, Авраам, это предполагается одно имя. Был один Авраам, Ибрагим, который разрушил идолов, ну, имеется в виду библейский, а другой, который их поставил. Ну, Ибрагим тут же приказал этого поэта посадить на осла, провести по всему городу, а потом казнить. И он действительно мог делать все, что хочет. Есть версия, что вот во время похода против Персии у Ибрагима был враг, тоже один из крупных визирей Сулеймана, которого звали Искендер Челеби, который все время обвинял Ибрагима в том, что тот продался персам. Ну, тоже может быть и так. Ибрагим добился того, что Челеби казнили. А на следующий день после казни он приснился султану и сказал, что он невиновен. И Сулейман, который, он не был суеверным, но он вообще был верующим человеком, на него это произвело сильное впечатление. Вряд ли из-за этого он, конечно, погубил своего многолетнего друга, брата практически своего. Ибрагим был яркий, Ибрагим был красивый, Ибрагим говорил на множестве иностранных языков, он играл на музыкальных инструментах. Вот он всем был хорош, сражался потрясающе, слишком много власти получил. А проблема еще осложнялась тем, что в молодости, когда Сулейман сделал Ибрагима великим визирем, а это был такой очень резкий карьерный рост, и тот отказывался и говорил, что я и так осыпан твоими почестями, хватит. Мне будут завидовать. И Сулейман дал ему клятву. Он поклялся, что он никогда не снимет его с этого поста из-за опалы. А теперь он решил с ним расправиться. И он отправил в Мекку к высшему духовенству просьбу, чтобы его освободили от этой клятвы. И его освободили. И в какой-то день тело Ибрагима было обнаружено во дворце Топкапы. Судя по тому, сколько было крови, он сопротивлялся до последнего момента. Но он с ним разделался все-таки. И вот с этого момента влияние Роксоланы, конечно, становится огромным. И дальше возникает тот же вопрос, который всегда пытались решить все наложницы султана. А кто будет править после? Сулейман уже стареет, Сулейман болеет. Что будет дальше? И это не просто вопрос о власти, это вопрос о жизни ее сыновей, а может быть и ее жизни. Старший сын Мустафа, невероятно популярный, которого очень любят янычары, и такой безусловный наследник. Дальше разыгрывается сложная очень интрига. Рустем Паша, муж дочери Хюррем,
то есть, значит, зять султана, сообщает ему, что, оказывается, Мустафа задумал свергнуть отца. Сулейман в ярости совершеннейшей, но там он некоторое время ждет, после чего он приказывает Мустафе явиться к нему и оправдаться перед лицом этих страшных обвинений. Ну и дальше, естественно, у Мустафы выбор. Если он не приедет, он понимает, чем ему это грозит. Вроде бы как даже мать его предупреждала. Но если он не приедет, это будет доказательством его вины. И он решает ехать к отцу. То ли он уверен в себе и в поддержке янычар, то ли он уверен действительно в своей невиновности. Мы так и не знаем, был заговор или нет. Но его очень любили янычары. И он приходит в шатер отца, где на него набрасывают эти немые слуги гарема, как всегда, которым это поручается, и начинают его душить. А он защищается, как лев, и страшное есть описание, записанное одним из европейцев, которому вроде бы как рассказали свидетели. Мустафа рассчитывал на то, что янычары его защитят, а Сулейман приказал окружить таким пологом шатер, чтобы никто не понимал, что там происходит. И когда он понял, что Мустафа защищается, а слуги не могут с ним справиться, а он слушал за этим пологом, что происходит. И он выглянул и посмотрел, и от его взора слуги сразу поняли, что если они сейчас выпустят Мустафу, что с ними будет. И они накинулись и убили его. Янычары были в ярости, и это был рискованный момент. Они могли свергнуть Сулеймана, а с другой стороны Мустафы уже нет. Сулейман выпустил пар, он на 2 года лишил Рустема Пашу всех его должностей, вроде бы как он виноват. Неправильные сведения дал. А через 2 года снова вернул, и он стал великим визирем. Дальше разворачиваются интересные вещи. У Хюррем до взрослого возраста дожило 4 детей. Другой сын Сулеймана Мехмед умер, очевидно, от оспы. Сулейман очень его любил. В его честь великий Синан построил потрясающую мечеть Шахзаде в Стамбуле. Синан, правда, сам говорил, что Шахзаде – это работа ученика, мечеть Сулеймание – это работа подмастерья, а вот в городе Эдирне мечеть Селимие – это работа мастера. Селимие не видела, но мечеть Шахзаде поразительно совершенно. Вот в память об умершем сыне. Осталось 3 сына. Сын Джихангир, тоже очень любимый Сулейманом, горбатый, поэтому как-то он, не котировался в борьбе за власть. Он очень любил Мустафу, хотя это не был его родной брат. И считается, что умер от тоски по брату. Осталось 2 брата – Баязид и Селим. Наименее ярких и интересных, но Баязид все-таки был как-то поприличнее, судя по всему. Селим был глупый, противный пьяница. Почему-то именно он был любимцем Хюррем. Но пока она была жива, она, конечно, понимала прекрасно, что не может быть 2 султанов. Она убрала всех, кого могла, а кто из этих? Но пока она была жива, она их как-то сдерживала. После того, как она умирает, они начинают сражаться друг с другом. Дальше разворачивается страшная, запутанная, невероятная интрига, в которой по тем историям, которые дошли до нас, хотя они выглядят уже как какой-то роман Дюма, что происходит следующее. Некий придворный по имени Лала Мустафа, который вроде бы как был на стороне Баязида, а потом его отправили служить Селиму, думая, что сейчас Селим его изживет со света, потому что он предан его брату. А этот Лала Мустафа быстренько перебежал на сторону Селима и предложил ему провокацию, чтобы погубить брата. После чего он пошел к Баязиду, а Баязид ему верил, и предложил погубить Селима. И Баязид написал своему брату оскорбительное совершенно письмо, еще прислал ему женский чепчик, женскую юбку, типа «вот ты не мужик». Селим пожаловался папе. Папа, Сулейман, старый уже, потерявший Роксолану, уже он в ярости. И он посылает Баязиду возмущенное письмо. Якобы все тот же самый этот демонический Лала Мустафа перехватывает этих послов и убивает их, а султану докладывают, конечно же, что послы пришли к твоему сыну, сообщили, принесли ему письмо, а он их убил. Он лишает Баязида всех должностей, тот просит прощения у отца, и якобы тоже Лала Мустафа перехватывает это письмо. Это звучит очень уж как-то фантастически, но все бывает в истории. В общем, Баязид понимает, что дело плохо, и он бежит. А куда ему деваться? Не в Европу же бежать. Был у них один предок, Джем, который попал
в руки европейцам, ничего хорошего из этого не вышло. Он бежит к персидскому шаху, и тот его принимает роскошно, его и его 4 сыновей, и с празднествами. А сам тут же пишет, конечно, Сулейману: хочешь сына своего получить? Отдай мне Багдад, я тебе сына отдам. Начинается торг. Багдад, конечно, никто не отдаст. Обещают много денег. Проблема заключалась в том, что шах дал клятву, что он не выдаст Баязида Сулейману. Тоже нехорошо получается. Дальше вроде бы как был некий праздник, хотя Баязид уже практически пленник. Был некий праздник в его честь, где присутствовал шах, и к нему подошел один из приближенных Баязида и прошептал: «Бойся сына, предавшего своего отца, он тебя лишит жизни». И шах вскочил и ушел. Баязид понял, что произошло, тут же отрубил голову этому человеку, но слова уже произнесены. И тут же нашлось еще несколько человек, которые сказали, что Баязид их подговаривал убить шаха. Ну, теперь шах в своей власти, но он не может нарушить слово, поэтому он берет Баязида, он его обещал не отдавать Сулейману, но не было ни слова сказано о том, что он его не отдаст его брату. Баязида передают посланникам его брата Селима, убивают его и его 4 сыновей, а потом еще его младшего 3-летнего сына, который был в другом городе. К нему посылают янычара, который должен его убить. Ну, якобы янычар упал в обморок, увидев этого ребенка, который радостно к нему бросился. Ну, значит, другой человек его убил. И Селим остается единственным наследником. И это будет начало уже краха. Ну, до краха Османской империи еще далеко, но это будет, скажем, начало конца величия Османской империи. Селим будет пьяница, Селим ничтожный совершенно правитель, а умрет он из-за несчастного случая, потому что он пьяный в бане гонялся за своей наложницей, упал и разбил голову. Вот таким оказался сын великого Сулеймана, унаследовавший его престол. Сулейман, конечно, печально доживает свою жизнь. С одной стороны, он правитель Великой империи, но Роксоланы уже нет, детей его нет, остался Селим, но сыновей его нет. Он становится все более религиозным. Ну, он всегда был человеком религиозным, но, скажем, он полностью запрещает вино под конец своей жизни. Он отказался от золотой и серебряной посуды. Сначала ел на фарфоровой, потом вообще велел только, чтобы из глины все было. Что вот надо скромно жить. И, наконец, в очередном походе, осаждая маленькую венгерскую крепость, которую с невероятным каким-то энтузиазмом защищал венгерский такой герой, впоследствии Миклош Зринье, он покрыл свою крепость красными тканями, приветствуя Сулеймана, когда его войско подошло, дал выстрел из пушки в честь султана. И дальше такой обреченной совершенно была защита этой крепости. И в конце концов Зринье вместе с оставшимися защитниками, они вышли просто вот в атаку, пошли из ворот своего замка, чтобы всем погибнуть. И погибли, конечно же. А когда османы вошли в крепость, то оказалось, что к пороховому погребу был протянут длинный фитиль, который медленно-медленно горел, и когда уже турки вошли, то крепость взлетела на воздух. Но Сулейман уже этого не увидел, потому что за день до падения этой крепости он умер в своем шатре. И снова возник вопрос, а что будет так же, как до этого, за много лет до этого, когда умер его отец? Как себя поведут янычары? И другой великий визирь, великий Мехмед Паша Соколу, скрыл смерть султана, открыл ее только 2 людям, один из которых прекрасно умел подделывать почерк султана. Поэтому всем было объявлено, что у султана приступ подагры, а он действительно очень страдал подагрой. Он уже не ездил верхом, его возили в карете, в повозке. И он поэтому якобы только письменно отдает приказы. Этот вот человек подделывал почерк. Мехмед Паша приходил к султану, якобы докладывал ему, потом он передавал его приказы. И хотя слухи ходили, но никто ничего не знал до тех пор, пока Селим не приехал и не было объявлено о том, что власть сменилась. Опять янычары потребовали подарков. Опять, конечно же, им дали богатые дары. Опять они разнесли пол Стамбула, им бросали золотые монеты, чтобы они успокоились. И великий Сулейман был похоронен
в мавзолее рядом с мечетью Сулеймание, построенной великим архитектором Синаном, и рядом с другим мавзолеем, где покоится его Роксолана. Спасибо всем тем, благодаря кому я смогла рассказать о золотом веке Османской империи, о великом Сулеймане. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, спасибо нашим патронам на Патреоне. Если кто-то еще хочет создать для нас золотой век, то вы, конечно же, можете подписаться тоже на пожертвования, а ссылочка внизу в описании. Интересно будет узнать ваше мнение. Согласны ли вы с тем, что Сулейман был великим, великолепным, потрясающим? Или же это просто мелкий злодей, убивавший своих сыновей? Ну и, в общем, после него все стало разваливаться. Значит, ничего он особенного и не сделал. Что вы думаете о Сулеймане? Жду ваших комментариев. Счастливо!